Я хочу задать вопрос немножко не по теме. Я хочу спросить у вас, вы видели, как, скажем, Шрила Махарадж принимал Шрилу Прабхупаду у себя в гостях, и как Шрила Прабхупада принимал у себя в гостях Шридхара Махараджа? Вам доводилось это присутствовать? He's saying, he's explaining that it's not on the subject, but on the topic, but he said, have you ever witnessed when Srila Sridhar Maharaj hosted Srila Swami Maharaj at his veranda, and have you ever been and present there? Not with the both of them, no. Нет, он не был, когда они встречались, вдвоем не был. But some of my godbrothers did. Но мои духовные братья, они были. Prabhupada's servitors told me directly about it. Они непосредственно слуги были Прабхупады, и они мне рассказывали, что там происходит. And they said how Prabhupada seemed so relaxed and at home and loving and affectionate. И они рассказывали, как Прабхупад себя чувствовал, что он там действительно чувствовал себя очень спокойно, расслабленным, и он показывал своим состоянием, что он чувствует себя как дома. We're told Nityananda Prabhu, he also favors the what do you call it? Subarna Bana, the community that Prabhupada appeared in. Мы также знаем, что Баларам, Nityananda. Нитьянанда. Мы также знаем, что Нитьянанда, он благосклонен к той линии, в которой появился с вами Махарадж. So the Subarna Varna, anyway, this group. So it's interesting. Srila Guru Maharaj, he says that Srila Prabhupada, Srila Swami Maharaj, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he wholly dedicated himself to fulfilling the order of Srila Saraswati Thakur. Шрила Гуру Махарадж, он говорит, что Шрила Свами Махарадж, он посвятил полностью всю свою энергию для исполнения желания своего духовного учителя Бхактисиддханты Сарасвати. He emptied himself of any other desire. И он то есть он опустошил себя от любого другого желания. Sometimes Prabhupada would say, reading Vishwanath Chakrabarti Thakur's commentary on the Bhagavad Gita on the verse Vyavasaya Buddhi Eke Kurunandana, that he had an epiphany in realizing that the sole purpose of his existence was to fulfill the order of his Gurudev. И когда он читал Вишванат Чакраварти Такура, у него возникала реализация, sudden important realization. Очень важная реализация, исполнить желание своего гуру. So, in the middle of the ocean, he has 2 heart attacks. И посреди того, как он плыл посреди океана, он пережил 2 приступа сердечного. So he sacrificed himself on the altar, self-sacrifice to his Gurudev. И он пожертвовал себя на алтаре, он пожертвовал себя своему гуру. And Guru said, then divine power descended to work on his behalf. И Гуру Махарадж тогда объясняет, что божественная сила низошла действовать от его имени. So he declared him Shaktaveshavatar. И Гуру Махарадж возгласил его с вами Махараджа как Шактьявеша Аватара. Particularly empowered by Nityananda Prabhu. Аватара, который был наделен силой исключительно Нитьянанды Прабху. So we know that Srila Prabhupada had some preference for Sakya Rasa. И мы знаем, что у Шрилы Свами Махараджа у него была некая тяга к взаимоотношениям дружеским, да, Сакья Раса. Everywhere he is installing Gaur Nitai, Gaur Nityananda. Везде он инсталлировал Гора Нитай, Гора Нитьянанда. And in Vrindavan, he established Krishna Balaram. И во Вриндаване он установил божества Кришна Баларам.
and not on the side, but on the central altar. И он не установил их на крайнем, там, на третьем алтаре, на крайнем. Он установил их на центральном алтаре, прямо в середине, Кришна Баларам. And he's very sweetly presented the pastimes of Krishna and Balaram in Vrindavan in the Krishna book. И он очень сладостно представлял игры Кришны и Баларама в книге «Источник вечного наслаждения». Да? Кришна Бук на английском, на русском. Источник вечного наслаждения. It's a longer name. It's a Krishna book, but in Russian it's Источник вечного наслаждения. They call it the source of the eternal nectar. They call it. Really? Yes. He's saying, how should I help a person? Первый вопрос. Да, лучше так. Когда есть ли смысл и когда это произойдет объединение обоих марков? Или они сольются как-то? When the time will come. А обоих это каких? Искон и Сарасвати. When the time will come, when the two marks will come as one. Искон and Saraswati. Well, in spirit they are one. На самом деле в духе они уже едины. But, you know, there's 5 Pandavas. Но есть 5 пандавов, к примеру. Yudhisthira, Arjuna, Bhima, Nakul, Sahadev. И все он перечислил сейчас их имена. They're not all meant to merge and become one person. Они не все должны как бы слиться и стать какой-то одной личностью. You know, Nityananda has 12 principal cowherd boy associates. У Нитянанды 12 принципиат, то есть ключевых друзей. There are many groups of gopis. Огромное количество групп гопи существует. Right? So there is always, you know, diversity. Всегда существует вторая сторона. But there's unity in purpose. Но также есть единение и причина. There's Madhura Rasa, Vatsalya Rasa, Sakya Rasa, Dasya Rasa, Shanta Rasa. То есть 5 раз, да, есть. То есть нейтральное, как друг, как родительское, любовное. They're all necessary. И они все имеют место быть, они все обязательны. So, Ramananda Roy tells Mahaprabhu, Jarje Rase Hoy Se Sarutam. Whatever one you're experiencing, you think, this is the best, nothing could be better than this. Рамананда Рой объясняет, он говорит, то, что вы, как бы, есть такое, что то, что вы испытываете, это самое высшее, и ничего высшего не может быть. He said, but by comparative analysis, we'll say Madhura Rasa is the sweetest. Но если мы начнем делать сравнительный анализ, то мы скажем, что Мадхурья раса самая высокая, самая сладостная. When the devotees would offer Srila Saraswati Thakur prasadam, ask him which preparation he liked the best, he said, each one is better than the other one. И когда преданные предлагали прасад Сарасвати Такуру и спрашивали, а какое из этих блюд вам больше всего понравилось? И он говорил, каждое следующее блюдо лучше, чем предыдущее. So we see this type of diversity everywhere. И мы видим такого вида разнообразия везде присутствует. So we can see the different missions, they're accommodating different people. И мы видим, что разные миссии, они вмещают в себя или дают убежище разным людям. There are similarities and then there's distinguishing characteristics. Есть какие-то сходства, но также есть и различия. So ultimately there is no conflict. В конечном счете никакого конфликта не существует. It's like Prabhupada says in Nectar Devotion, the principle in Vaishnavism, says Ado Guru Vaishnava, begins, you have to take shelter of a guru. Прабхупада в Нектаре преданности пишет, что в принципе, если понять, в конечном, то есть самое главное, нужно понять, что нужно принять прибежище гуру. Then he says, but the details from guru to guru may vary. Но детали от наставлений, к примеру, от одного гуру до другого, они могут быть разные немножко. Они могут отличаться. Just as Saraswati Thakur, his organization called Gaudiya Math. И Сарасвати Такуру, его организация называлась Гаудия Мат.
you have to understand, in India, there's no pope. То есть вы должны понять, в Индии нету папа. There's no Hindu church. Нету какой-то там и хинду церкви. But what there's always been is guru and disciple. Но все, что там присутствовало, всегда это гуру и его That's последователи. always been the Vedic system. Это всегда была ведическая система. Organizations is a recent thing. Организации как таковые, это некий более, как сказать, недавний как бы процесс такой, что есть Came in the last организации. 100 years. Это организационные моменты, они возникли только в последние 100 лет. So as Srila Maharaj points out, an organization is formed to promote an ideal. И Шрила Шридар Махарадж говорил, что организация это некая форма продвигать идеал. That's the substance. Это и есть субстанция. Is the ideal it's promoting. Потому что мы должны понять, что идеал мы должны рекламировать и продвигать Srila идеал. Saraswati Thakur started Gaudiya Math. Сарасвати Такур, он начал Гаудия Мат. And now there are many branches of Gaudiya Math. А сейчас много ветвей Гаудия Мата. Srila Prabhupada, the founder in charge of ISKCON, was a disciple of Saraswati Thakur and a member of Gaudiya Math. Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада, он был учеником Бхактисиданта Сарасвати Такура, и он был частью Гаудия Мата. But he found some necessity to found ISKCON. Но он увидел некую потребность для осуществления искона. And so we see the end result is many branches and accommodating many people. И в конечном счете, в конечном результате мы видим многие филиалы вмещают и дают убежище многим типам разных людей. So once when Guru Maharaj was talking about on this subject, he quoted Raghunath Das Goswami. Один раз Гуру Махарадж, когда говорил на эту тему, он процитировал Рагунат Дас Госвами. He says, is Raghunath Das Goswami a member of ISKCON? Он говорил, а Рагунат Дас Госвами является членом Искона? Is Mother Yashoda a member of ISKCON? Мать Ешода является членом Искона? Is Balaram a member of ISKCON? Баларам является членом Искона? So Raghunath Das Goswami, in his famous sloka says, here Raghunath Das Goswami, the Prayojan Tattva Acharya of the Rupanuga line, defines what ISKCON is. И сейчас, вот смотрите, Рагунат Дас Госвами, Прайоджин Татва Ачарья, да, он сейчас объяснит, что такое. То есть он объясняет, что такое Искон. What is it? He says, Nama Shrestam Manamapi Sachiputra Trasvarupam Rupam Tasya Graja Madhupurim Matrim Gostavakyam Radha Kundam Giri Varamaho Radhika Madhavasham Prapto Jasya Pratita Kripaya Sri Gurun Tanmatosmi, saying all the things that have been given to us by the grace of Guru. И он перечисляет, это цитирует Дас Госвами, что это все, что нам было дано, это дано по милости Гуру. Nama Shrestam is the best of names, Krishna Nam. Намашестам, самое лучшее из всех имен, это имя Кришны. Sachi Putram Atra Swarupam, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodar, this line, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Рупа Госвами, Санатана Госвами, то есть все они. Mathura, Vrindavan, Мадура, Вриндаван, Mathura. Мадура, Вриндаван. The Gosta Leela of Krishna's cowherd pastime. И игры Господа Кришны, его пастушков, друзей. Radha Kundam Giri Varamaho, Radha Kund Giri Govardhan. Рада Кунда, Гири Говардхан. But Radhika Madhavasham, the aspiration to serve Radha and Krishna under the guidance of Sri Rupa. И стремление служить Рада и Кришне под опекой Рупы Госвами. And he's saying normally a devotee does not say they've got anything. Естественным образом, ну если так подумать, в общей свойстве преданные, они никогда не говорят, что они имеют что-то. They're expressing that they're in a position of want, of hankering, hunger. Они наоборот выражают всегда чувство, что они ищут это самое, они все время ищут вот это. But here in this sloka, Raghunath Das Goswami is praising the gifts of Guru, Sri Guru.
Но именно в этой шлоке Рагунат Дас Госвами, он выражает как бы почтение и хвалит те подарки, которые гуру нам оставил, гуру нам дал. Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Gurun Tanmatosmi. Prapto, this is what we got by the grace of Sri Guru. И вот он переводит, цитирует санскрит. Это то, что нам гуру дал, это то, что у нас есть. So, as Srila Govindamara said in his final days, he said, everyone has some fault, big or small, that is not the question. И Гурудев перед отходом с этого мира, он сказал такие слова: у каждого из нас есть некая вина, но как бы маленькая или большая, но не в этом заключается суть вопроса. You know, but those who have dedicated themselves exclusively in service, that must be acknowledged and respected. Но те, кто посвятили себя без остатка в стремлении служить, они должны быть уважаемы и признаны. So if we follow Mahaprabhu's teachings, then it is possible. И если мы следуем учениям Махапрабху, то только в этом случае это возможно. Trinadapi sunichena tororopi sahishnuna amanina manadena kirtinya sadahari. To be humble, tolerant, offer respect to others, not expect any respect for yourself. И то, что нам пишет Махапрабху сам Шикшастаки, будь смиренный, терпеливый, пытайся выказывать почтение всем и не требуй и не жди почтения к себе. Then kirtinya sadahari, you can go on. Только тогда возможно киртанья садагари, то есть возможно читать. Sankirtan means a group effort. Санкиртан означает групповое усилие. Г.С.Госвами says, Bahubir milita tadeva sankirtanam. That many come together, unified in purpose, to glorify Krishna and Karshna. Говорится, что те, кто собираются в группе, многие, и восхваляют Кришну, становятся Каршна, то есть становятся его собственными или равны ему. As you can see, it's very cold here. Здесь очень холодно. We're sitting around the fire.